В сегодняшнем видео вы узнаете, какое живое блюдо способно задушить вас всего за несколько минут. Токсин какой рыбы при прикосновении мучительно убьет вас за 2 часа? И яда какой рыбки хватит для того, чтобы сразу убить 40 человек? Ведь это топ-10 рыбных блюд, которые вас убьют. Смотрите до конца, будет интересно. Рыба-камень или же бородавчатка. Это самая ядовитая рыба в мире. Ее можно найти в Индонезии, где ее филе предлагают отведать туристам. Сам яд находится в шипах, и одного прикосновения будет достаточно, чтобы яд сразу распространился по всему организму. В тяжелых случаях он вызывает шок, паралич и омертвение тканей. Если человеку вовремя не помочь, то это блюдо станет для него последним. Но в Китае и Японии все равно используют мясо бородавчатки для приготовления так называемых суши-окозе. Крылатка зебра. Не стоит доверять ее невероятной красоте, ведь самые красивые рыбы чаще всего и самые ядовитые. В лентах ее роскошных спинных и грудных плавников таятся острые ядовитые иглы. Укол колючками этой рыбы вызывает потерю сознания, судороги и паралич, а на месте прокола возникает некроз или сепсис. Ну конечно же, людям ее тоже нужно съесть. И не переживайте, ее мяса хватит всем, ведь она выделяется своей прожорливостью и плодовитостью, откладывая от 30 до 40 тысяч икринок каждые 3-4 дня. К тому же в ее ареале у нее нет естественных врагов. Все эти факторы сделали ее настоящей плавучей экологической проблемой. Но, похоже, люди смогли найти способ немного приостановить ее популяцию. Венесуэльские власти организовали рыболовные соревнования и стали пропагандировать употребление крылатки, чтобы сдержать ее распространение. Деликатес из нее называется севиче. Это маринованное блюдо из сырой рыбы, которое потом продают туристам. Но, к сожалению, чтобы произвести 1 килограмм севиче, который продается за $20, нужно поймать 3 килограмма крылатки, а это десятки погружений с гарпуном, каждая из которых длится около 40 секунд. А еще нужно потратить время на приготовление блюда, так что немногие берутся всерьез за это дело. Гренландская акула. Это не только зубастая хищница, которая обитает в арктических морях, но и долгожительница, которая, по предположениям ученых, доживает аж до 500 лет. В ее крови присутствует вещество, которое мешает разрушаться белку в ледяной воде, поэтому в мясе много мочевины. По этой причине его не едят вареным или жареным, ведь это чревато отравлением с нехорошими последствиями. Но исландцы не стали останавливаться и научились готовить невкусное мясо, превратив его в национальное блюдо под названием хаукарли. А готовится оно так. Мясо 2 месяца вылеживается в бочках с гравием, чтобы стекли соки, а затем еще 2 месяца сухнет на воздухе, подвешенное за крюки. Затем толстая корка срезается, после чего его можно пробовать. Но, увы, от этого мяса особо не становится вкуснее. Рыба-фугу. Неудивительно, что такая ядовитая рыба попала в наш список, ведь ее яд – тетратоксин, которым просто напичканы клетки ее тела, способен убить табун лошадей. Что касается людей, то количество яда в одной рыбке достаточно для отравления 40 человек, ведь он парализует мышцы и останавливает дыхание. Противоядия от него нет, но если вам выпадет несчастье съесть плохо приготовленную рыбу, то вас спасет только аппарат искусственной поддержки дыхания и кровообращения. Из-за незаконного приготовления и продажи этой рыбы умирает примерно 10 человек в год. Блюдо из нее не только больно ударит по желудку, но и по карману, ведь в среднем такое лакомство стоит $470. Такая цена объясняется сложностью ее приготовления, ведь ее могут готовить только повара, прошедшие 3-летнюю подготовку и получившие специальную лицензию. Кстати, в процессе получения лицензии повар должен съесть целиком приготовленное им блюдо. Да-да, харакири существует и в наше время. Но в настоящее время также существует возможность массово выращивать рыбу-фугу, не содержащую яда. Исследования показали, что она не способна сама вырабатывать тетратоксин, а лишь накапливает его в своем организме, поедая добычу, в которой этот яд содержится. Живой осьминог. Корейское блюдо санакчи представляет собой приправленного кунжутным маслом и посыпанного кунжутом живого осьминога. Осьминога режут на мелкие кусочки и немедленно подают, так что они еще шевелятся. Но иногда его могут подавать и целиком. Но из-за того, что щупальца все еще будут двигаться, присоски могут прикрепиться к внутренней стороне горла и вызвать удушье. Это блюдо стало причиной смерти уже как минимум нескольких человек. И следующий ядовитый участник
Снова эта рыба. Да уже давно они лайк поставили. Выплывай уже из кадра. Рыба-жаба. Такое название она получила за свой неприглядный вид. Ведь у нее отсутствует чешуя, ее тело плоское и покрыто наростами, да еще и усеяно множеством ядовитых шипов. Она не атакует человека без причины, но может укусить, если ее случайно задеть. Ее укус может вызвать сильную боль, головокружение, слабость, потерю сознания и даже смерть от остановки сердца из-за яда. А теперь самое приятное. Наткнуться на нее очень легко, так как она может менять цвет своей кожи в зависимости от окружения и имитировать различные предметы на дне моря. Но ее главная особенность заключается в другом. Она может издавать звуки, имеющие характер скрежета, хриплого ворчания и даже гудка. Вблизи эти гудки иногда имеют силу свыше 100 дБ. Это настолько громко, что ваши уши начнут болеть. И мясо этого чуда добавляют в супы, сушат, запекают и даже едят с чесночком, разумеется, предварительно обработав, чтобы избавиться от яда. Мурена. Эта рыба умеет сливаться с окружающей средой и поджидает свою добычу на дне. Кроме пугающего внешнего вида, крайне опасны их острые, как бритва, зубы, из-за которых ежегодно самые смелые дайверы лишаются пальцев. Также предполагается, что в их зубах содержится яд, но пока это официально не подтверждено. Мясо мурен можно употреблять в пищу, оно даже высоко ценилось древними римлянами. Но делать это можно только полностью выпустив кровь, в которой содержатся ядовитые вещества. Также перед готовкой рекомендуется отрубить голову, где находятся, возможно, ядовитые зубы. Исключение составляет только вид гигантской мурены. Ее мясо настолько ядовито, что есть его смертельно опасно. Морской дракончик. Это эдакая черноморская рыба-фугу, ведь ее шипы снабжены ядовитыми железами, и укол этих шипов для человека очень болезнен. Хотя после удаления опасных органов рыбу можно готовить в любом виде, ведь она обладает очень вкусным мясом. Но в Украине морской дракончик не входит в список промысловых рыб, поэтому попробовать его можно только самостоятельно выловив или заказав у местных рыбаков. Барракуда. Эта рыба прославилась не только своими крупными размерами, устрашающим видом и агрессивным поведением. Мясо барракуд, особенно их икра, молоки и печень, способны вызвать у человека паралич. Самое интересное, что токсины не вырабатываются у них сами по себе, а накапливаются в мышцах крупных особей из мяса живущих среди коралловых рифов ядовитых иглобрюхов, которых они начинают поедать по достижении крупных размеров. В то же время мясо других видов барракуд из районов, в которых нет коралловых рифов, никогда не бывает опасно для человека. Именно такие виды активно употребляют в пищу, хотя гидробиологи и специалисты по рыбному хозяйству не рекомендуют ее есть. Скорпена. Скорпена – это морская рыба, которая обитает в Черном море и считается одной из самых опасных для человека. Ее главное оружие – ядовитые колючки на спине и плавниках, которые могут вызвать сильную боль, а в редких случаях и смерть. Ее мясо довольно вкусное, и его спокойно можно приготовить самому. Для этого надо будет отрезать ей голову, затем сами шипы и в конце снять шкуру, после чего ее можно жарить. Но будьте особенно осторожны именно с шипами. Да и в целом будьте осторожны со всеми перечисленными рыбами и блюдами, ведь ни один редкий деликатес не стоит вашей жизни. Благодарю за просмотр. До связи в следующих видео.